Пятая часть нашего мини-сериала будет посвящена заброшенным базам войск РВСН. Такие базы ракетных войск стратегического назначения строились по всей западной границе СССР и были оснащены в основном ракетами средней дальности, нацеленными на Европу. Как правило, стандартный полк РВСН состоял из нескольких ракетных дивизионов, вооруженных ракетами Р-12 или Р-14, а также имел ремонтно-технические базы и прочие части обеспечения. Все объекты, касающиеся войск РВСН, строились в обстановке строгой секретности. Как правило, они возводились в отдаленных от жилых объектов лесных массивах и окружались несколькими охранными периметрами. Солдаты и офицеры ракетных войск часто носили форму обычных ВВС, а случайно подобравшихся к секретной части грибников могли проверить в особом отделе. Ну а далее мы посмотрим, как была устроена типовая часть РВСН. Территория военной части РВСН, как правило, типовая. Она состояла из нескольких локальных периметров, в каждый из которых вел отдельный контрольно-пропускной пункт, или сокращенно КПП. За оградой первого локального периметра размещались казармы с расположением части, плац для построений, а также различные постройки хозяйственного бытового назначения, например, клуб, банный комплекс, вещевой и продуктовые склады, а также корпуса солдатской и офицерских столовых, которые легко узнать по выступающим окнам горячего цеха кухни высотой в 2 света. Для поддержания жизнедеятельности всех построек в части существовала также котельная и трансформаторная, а для общего руководства существовал штаб части. Внутри первого локального периметра располагается второй локальный периметр. Как правило, он имел отдельный КПП и усиленную охрану территории. Собственно, за оградой второго периметра и размещалось то, ради чего и была построена военная часть РВСН. Это могли быть как пусковые установки открытого либо закрытого старта ракет, заглубленные в землю хранилища ядерных боеголовок или просто территория РТБ, ремонтно-техническая база, на которой должны были производиться регламентные работы с ядерным оружием. Для этого там могли находиться как хранилища ядерных боеголовок, так и отдельно стоящие помещения для регламентных работ, так называемый цех РТБ. Сейчас мы заходим на территорию одной из военных частей РВСН на западе Беларуси, которая некогда обслуживала пусковые ракетные площадки закрытого шахтного типа. У входа нас встречает стела с наглядной агитацией, на которой изображен солдат в плащ-палатке с зелеными корпусами ракет за спиной. Сама территория части вполне типовая. За КПП первого локального периметра располагаются казармы, столовые, а также штаб части, в котором происходило планирование военных и учебных операций. Я тоже так думаю. Там есть такими холмиками. Похоже, да, похоже на это, да? С какой-то нестандартной плиткой 10 на 10 сантиметров. Винтажная, да. Такие панели советские остались, стеновые. Да, это была котельная, скорее всего. Вот это был большой обслуживающий зал, где стояли все эти котлы и устройства. А вот это всякие вспомогательные помещения. Смотри, Саша, какой интересный эффект плитки. Переливающийся. Камера это покажет? Корпуса столовой также вполне стандартны. Они имеют технические помещения для приготовления пищи, а также большой обеденный зал, который украшен мозаикой с изображениями бабочек и цветов. Необычно и странно видеть такие картинки на некогда сверхсекретном военном объекте.
Казармы тоже вполне типовые. Это длинные двухэтажные здания, на каждом этаже которых размещалось расположение части с двухъярусными кроватями, а по обе стороны длинного коридора располагались помещения бытового назначения, кладовые для одежды, обуви и белья, парикмахерская и душевые. Еще на каждом этаже была оружейная и ленинская комната, где солдатам объясняли политику партии и правительства. А теперь давайте посмотрим, как выглядела непосредственно военная часть одной из баз РВСН, находящейся неподалеку. Эта часть обслуживала ракетные площадки открытого старта. Ракеты с ядерными боеголовками должны были взлетать отсюда с открытых стартовых столов, которые представляли собой металлическое кольцо, вмурованную в залитую бетоном площадку. Всего таких БСП, боевых стартовых позиций, здесь было 4. Сейчас стартовые площадки скрывает снег, но все остальные объекты мы можем изучить достаточно хорошо. Рядом с каждой из стартовых площадок находится так называемое сооружение 505, нечто вроде небольшого железобетонного командного пункта для руководства стартом ракет. Все агрегаты в сооружении 505 соединялись стационарной кабельной сетью боевого управления, которая запитывалась из защищенной электрощитовой. Также на территории боевых позиций находится хранилище баллистических ракет. Они представляют собой огромные бетонные капониры, некогда закрытые огромными металлическими дверями с роликовым механизмом открывания. Рядом с ракетными капонирами находится хранилище компонентов ракетного топлива, откуда должна была осуществляться заправка ракет перед полетом. А мы тем временем идем дальше, к самому интересному. В самом дальнем и защищенном углу стартовых позиций находится отдельная территория РТБ. Вход в нее охраняет отдельный КПП с долговременной пулеметной точкой на крыше. За этим некогда сверхсекретным периметром находится бывшее хранилище ядерных боеголовок. Это огромные и частично обвалованные землей бетонные ангары, вход в каждый из которых некогда охраняла пулеметная башня. Именно здесь, в этих ныне полутемных помещениях с остатками принудительной вентиляции под потолком, и хранилось советское ядерное оружие. Вот это какое-то техническое помещение для обслуживания. Вот электрощитовая. Видите, электровод с электрошкафом. Вот. Волк из «Ну погоди». Ну и, собственно, объекты РВСН с вооружением средней дальности находились на западных границах СССР, в Белоруссии, Украине и Литве. В случае ядерной войны эти страны должны были стать ареной боевых действий. В наши дни и Беларусь, и Украина отказались от ядерного оружия, и брошенные ракетные части сейчас зарастают лесом, являясь призраками некогда грозного прошлого.